Фух, на улице духота, вообще солнечно сегодня. Только вернулась из рынка. Очень много фруктов, овощей. Еще очень интересное зрелище было. Я чуть позже расскажу, не буду портить себе аппетит. Пойду мыть фрукты, овощи, которые купила сегодня на рынке. И покажу вообще. Выбор такой классный сегодня был. Нашла классное место, где можно покупать очень красивые фрукты, овощи. Потому что в прошлый раз, когда мы были вместе с парнем на рынке, мы покупали там, где возле дороги, там такие быстрые места, купили и пошли. А сегодня нашла именно место, где можно просто огромный выбор фруктов и овощей, полностью отдел. Very hot. В общем, за 2 ананаса у меня вышло 4 рубля. Каламанси 2 рубля. Такое огромная просто тарелочка получилась. Манго, оно зеленое, но внутри оно желтенькое должно быть. Еще манго. Манго много не бывает. Обожаю манго. Рамбутан и каламанси. Очень полезно. Сейчас сезон гриппов, нужно делать сок с каламанси пить. Витамин С. Вот. Это моя самая любимая ананасики. Классно. Очень все красивые, все фрукты свеженькие. И что еще с овощей купила? Томаты, имбирь, чеснок, огурчики, чили. Это лемонграсс. И патуло. И чеснок. Танглат любит мой парень. Готовит суп. Говорит, что очень ароматный и вкусный получается. И еще это лук. Патуло. Многие писали про кота, с котом все отлично. Он прекрасно себя чувствует. This is каламанси. Это каламанси. На Филиппинах все обожают каламанси. Надо раскусить его. Вау, какой он огромный внутри. Много мякоти. Невероятно сочный. Это интересный момент, мало кто об этом расскажет. Когда я купила ананас, и после этого момента нужно было уже идти на остановку. Получается, там столы, фрукты, овощи. Дальше есть отдел, где готовят лумпи. Лумпи — это такой тоненький блинчик, совсем тоненький, как лаваш. И там получается отдел, где готовят лумпи, кухоны. Он не закрывается отделами, просто проходы, там все вместе. И, короче, такое зрелище. Я иду, я вижу, мужчина стоит, протянул руку к столу, короче. Я смотрю, думаю, что с кем он разговаривает. А оказалось, что на столе сидела огромная крыса. У нее видны были зубы длинные.
И она не боится этого человека, она просто не боится, как будто это ее территория, а эти люди работают на ее территории. Короче, это было страшновато, потому что я шла мимо. Это было, конечно, шок, честно. Я, удивлена, я такая, фу, крыса. Расскажу немного о языках здесь, на Филиппинах. Есть два языка, это тагальский и висайский. Я сейчас изучаю тагальский язык. Он, кстати, не совсем тяжелый, читается легко. Просто то, что есть, например, если наше слово послезавтра, то здесь будет «сасусунут наров». Это, конечно, очень сложно для меня, очень длинные слова. Еще вот тагальский язык, он немного для меня интересен, так как ты тоже как бы такой прислушиваешься, вау, так красиво звучит, необычно. Я еще учу параллельно английский. У меня английский только базовые слова я знаю, базового уровня. И мне этот базовый английский очень хорошо сейчас помогает. Поэтому если вдруг я тоже поеду в какой-то магазин, либо еще куда-то нужно будет съездить, и здесь английский язык на Филиппинах многие знают и понимают. В общем, сложностей нету. И если что, вот я использую тоже переводчик. Он у меня всегда офлайн работает, поэтому у меня сложностей нету и нет страха, если вдруг мне нужно что-то спросить, я без проблем могу спросить даже со своим базовым языком. Даже если это не будет совсем правильно грамматически, я буду говорить, и меня поймут. Я уже так пробовала, я была в магазине, в аптеке, еще давно, когда я плохо знала английский, в аэропорту, тоже все понимают. Стремлюсь, и у меня есть стремление выучить английский, чтобы разговаривать очень хорошо и красиво. Я всегда к этому стремлюсь. Еще есть такое слово тубик, тагальский, это вода на русском. Такие необычные. Я уже начинаю немного запоминать выражения, камуста, окелан. Есть такие выражения. Сиги, это давай, типа знак согласия. Найон аро, прямо сейчас. Короче, уже запоминаются такие выражения, когда ты слышишь на улице даже людей, знакомых, которые разговаривают возле тебя. В общем, такой интересный язык. У нас сейчас обед, очень солнечно на улице. Здесь, кстати, на Филиппинах очень рано ложусь спать, уже привыкла ко времени, к погоде. Рано ложусь спать, уже 8-9 часов я уже ложусь спать. Просто такая, здесь наступает ночью такое спокойствие. По улице уже мало машин ездит, мотоциклов меньше. И такая тишина уже в 6 часов, когда темно, уже тишина на улице. Поэтому ранний сон, уже тоже встаю. Сегодня, например, я проснулась в 9 часов утра. Это приятно себя чувствуешь, отдохнувшая. Такая классное время для себя выделяешь, для работы и для своего отдыха. Первое время, когда я помню, я просыпалась вместе с этими петухами, которые начинают орать. Они могут орать и в 2 часа ночи. У меня есть видео записано, где я реально показывала, как орут эти петухи. И я просыпалась и в 2, и 4, и 5 часов каждый час почти. То сейчас я ложусь, например, я ложусь в 9 и просыпаюсь в 9 утра.
в 9 вечера до 9 утра. Это классно. Высыпаюсь. Уже я не слышу посторонних шумов. И намного себя приятнее чувствую. Кстати, тоже мне нужно было как-то подстричься, сходить. И очень классно здесь недалеко от нас, где мы живем, есть парикмахерская. И я когда туда шла, я очень боялась, потому что, первое, это то, что другая страна. Второе, как поймет меня мастер, все-таки это на фотографии, но он никогда не работал с моими волосами. Я, например, когда была в Беларуси, я всегда осознанно выбираю, там, например, врачей, выбираю мастеров, кому сходить в парикмахерскую, какая парикмахерская, где она находится, кто в ней работает. И я помню, как один раз съездила, где метро Могилевская было, там есть парикмахерская. Я один раз к одному парикмахеру съездила, все, мне понравилось. И я постоянно туда ездила к этому мастеру, потому что я боялась поехать к другому, насмотревшись плохих отзывов, наслухавшись людей, которые уже ходили тоже к другим мастерам и как стригут. Бывает, что не совсем ровно. Стрижка, которая коре у меня, она не кажется совсем простая, но нужно же ровно подстричь, чтобы они симпатично смотрелись. И, в общем, я в Беларуси очень прям подсознательно, тщательно подбирала себе мастеров. А здесь мне тоже надо было со страхом, в общем, шла и думаю, блин, главное, чтобы не коротко. Вот, это самое главное. Ладно, если длинные останутся, ничего страшного, но чтобы не коротко совсем. В общем, мастер попался классный, он рассказал о своей работе, где он раньше работал. Он сейчас сам на себя работает, у него обустроена эта студия парикмахерская. И показал, где он раньше участвовал. Он давно участвовал в чемпионате в Китае по стрижкам, не знаю, как именно, но он рассказывал, там были газеты, вырезки, его фотографии, и все распечатано. Он о себе рассказал, как бы успокоил с первых минут. Вот. Ну, мне вообще шикарно понравилось, я думала... Это считается как салон у него, я думала, это парикмахерская, но это салон. Вот. И я осталась очень-очень довольна. Так что здесь тоже нет таких сложностей, например, как в парикмахерскую сходить. Сегодня на ужин мой парень готовит ракушки. А я буду готовить томаты с огурчиками. Салатик. У нас уже поздняя ночь, 6 часов вечера. Это очень-очень вкусненькие ракушки. Обалденно. Shout out! Hello, Robert Monte! Thank you for watching my video. Thank you.